Яйца. Добавила щепотку соли, начинаю взбивать. В процессе взбивания добавляю 90 грамм сахара. Какое-то время на поверхности остается рисунок. Значит, яйца взбиты достаточно. Мука 90 граммов и добавила ванилин. И теперь масло растительное 30 граммов. И молоко теплое добавляю к нему. Перемешиваю до однородного состояния. Бисквит выпекаю на сковороде диаметром 20 сантиметров. Застелила дно бумагой для выпечки и чуть-чуть нагрела ее. Она мне не холодная. Стоит на медленном нагреве. На самом медленном. Накрываю крышкой и выпекаю. У меня прошло 20 минут. Бисквит стоит на медленном огне. Снимаю крышку и проверяю серединку. Уже, можно сказать, пропекся. Вытираю крышку. И оставляю еще на 5 минут. Еще на 5 минут оставляла бисквит в сковородке. И теперь можно вытащить. Он еще горячий. Даю ему полностью остыть. Для крема взяла 2 яйца. Сахар 100 граммов и ванильный сахар. Манная крупа 3 столовые ложки. Я манную крупу измельчила в кофемолке. Она стала у меня как мука. Еще я положу цедру с 1 лимона. Молоко 300 миллилитров. Крем поставила на плиту на средний огонь и постоянно помешиваю, никуда не отхожу от крема, чтобы он не пригорел. Вот уже начал густеть, закипел, выключаю нагрев. Продолжаю помешивать и снимаю крем с плиты. Накрыла пищевой пленочкой в контакт и оставляю остывать. Луна, просыпайся, будем тортик пробовать. Луна. Спать хочу, отстаньте. Сливочное масло 150 граммов. Если не хотите сильно жирный крем, можно взять 100 граммов. Но у меня уже теплое, я заранее его достала, нарезала. И заварная часть тоже остыла. Там такая плотная у меня стала. Плотная, однородная. Посмотрите, крупинок манки не видно. Начинаю взбивать сначала масло до бела, затем постепенно добавляю заварную часть.
Крем готов. Он получился такой плотный и очень-очень вкусный. Бисквит остыл. Какой красавчик получился. Я его разрежу на 2 равные части. Такой бисквит получился. Красавчик желтенький. Настоящий бисквит. Только на сковородке. И торт отправляется в холодильник на ночь. Стоял ночь в холодильнике, очень хорошо застыл, стабилизировался. И теперь я его покрою шоколадной глазурью. 100 граммов шоколада, 50 грамм молока. Растопила на водяной бане. Распределила шоколад и по бокам белым шоколадом. Одну шоколадку в микроволновке растопила. Смотрите, какой аппетитный получился тортик. Очень нежный, без пропитки. Супер нежный. Я попробовала торт. Изумительно вкусный. С легкой цитрусовой ноткой. Крем очень вкусный, не очень жирный. И с этим изумительным бисквитом, который я приготовила даже без духовки. Шедевральный тортик. Всем советую такой приготовить. Быстро, просто и очень вкусно. И вкусных вам тортиков, друзья!